Бывает так, что захотелось попить чай, а не с чем. Такой рецепт, как сегодня, выручает всегда. Расскажу, как быстро, буквально за 5 минут приготовить тесто и испечь целую гору печенья. Мелкого, вкусного, хрустящего. Ну а если достать раньше, соответственно испарится меньше влаги и печенье получится мягким. Рецепт универсальный, можно разнообразить вкус, а чем расскажу в процессе. Думаю, такое мелкое печенье вам придется по вкусу, готовьте с удовольствием. 160 граммов кефира необходимо по рецепту. Не обязательно использовать такой густой кефир, как у меня, вы можете взять обычную сметану. Жидкий кефир я не советую добавлять, потому как уйдет больше муки и, соответственно, тесто получится плотнее. Выливаем кефир или сметану в глубокую миску. Подливаем 100 мл растопленного сливочного масла. Сливочное масло легко можно заменить маслом растительным. Сколько его понадобится, напишу в описании. Сахар 100 граммов. По желанию 5 граммов ванильного сахара и щепотку соли для баланса вкуса. Размешиваем до гладкой структуры и пока в сторону. В отдельной миске перемешиваем 350 граммов муки и пакетик разрыхлителя. Разрыхлитель для теста ровно 1 пакетик, рассчитан на 400 граммов муки, а не на 500. Обратите внимание. Хорошо размешав, можно в жидкую основу добавлять сухую составляющую теста, но пока только половину. Далее добавляем все, что вы любите. У меня здесь по 50 граммов кунжута и мака, но это может быть обычный шоколад, изюм, орехи, цукаты. Только все это необходимо немного подробить, чтобы кусочки легче распределялись в тесте. Именно эти добавки позволят получить всегда разный вкус у готового печенья. Сейчас тесто получается уже не липкое, но пока еще немного рассыпается от жира в составе. Необходимо остатками муки с разрыхлителем довести тесто до мягкого состояния, при том, чтобы оно не рассыпалось. И тут же, припыляя слегка стол мукой, можно раскатывать. Толщина и размер печенья зависит от ваших предпочтений, что вы хотите получить в итоге. Хруст или мягкость. Тонкое печенье будет хрустеть лучше и, конечно, выпекаться быстрее. В моем случае диаметр стакана 4 см, а толщина теста раскатанного 5 мм плюс-минус. Муки много не добавляйте. Последующая партия, которая будет из обрезков, будет жестче, если муки добавлено много. Собираем обрезки в ком, и этому тесту уже необходимо будет время, чтобы вновь его раскатать, оно должно полежать. Из теста в количестве 800 граммов плюс-минус получится примерно 100 штук печенья диаметром 4 сантиметра. Что касается времени выпечки, советую вам испечь первую партию и оценить ее на вкус. Сначала печенье может ошибочно показаться вам слишком мягким, нужно оценить его вкус только после полного остывания. Нам нравится именно хрустящее печенье, поэтому держу его чуть дольше. 20 минут на первый противень уходит в разогретой духовке, температура 200 градусов. Хрустящее печенье заметно приобретает более румяный цвет, нежели мягкое. Снимаем его на решетку, чтобы печенье не отсыревало. На выпечку этой партии уйдет уже 15 минут, так как противень уже горячий. Из данных ингредиентов получилось 2 противня печенья. Я взвешила 660 грамм. Чтобы вы оценили хруст, нужно попробовать. Ну а если достать раньше, соответственно испарится меньше влаги и печенье получится мягким. Быстро, вкусно, много, а за счет разных добавок можно разнообразить вкус. Супер хрустящее, вкусное, быстрое и из самых доступных продуктов. Такое печенье после полного остывания я храню в банке, чтобы оно не пропитывалось влагой. Еще больше рецептов печенья вы можете посмотреть на нашем канале, подборка перед вами на экране.